Я приветствую вас, представители знака зодиака Козерог. Таро прогноз на 10 дней, на декаду, с 21 по 31 января. Таро расклад «Что ждет? Узнай будущее». Вот давайте с вами и узнаем, что изменит ваши планы или каковы события ближайшего будущего, которые окажут влияние на вашу жизнь. С чем мы, может быть, столкнемся неожиданно, а может быть, это будут приятные сюрпризы. И у нас сегодня, так надеемся на это, прямо скажем. И у нас сегодня две колоды. Первая — Оракул Ленорман. И мы достанем 4 карты Оракула и не будем предвосхищать события, просто позволим раскрыть нам какую-то ситуацию. Мне казалось, что тут что-то перевернулось. Точно. Аркан Луна. Большое видится на расстоянии. Вот этот период 10 дней, как будто подсказка идет от карт, он может быть таковым, что вы пока еще не знаете свои последующие шаги. Это не повод отказываться от своей цели, намерения, идеи какой-то или мечты. Потому что, да, действительно, может быть период такой, ну и астрологически он таков, когда многое может меняться. Не просчитаешь что-то, например, что ты будешь делать даже завтра или послезавтра. Вот именно короткий какой-то период, он может быть несколько непредсказуемым, но мы должны его пройти. Причем пройти без спешки, потому что когда выпадает Луна, это некоторая осторожность. Но тем не менее, именно в оракуле нам говорят: а ты увидь будущее или не отказывайся от чего-то. Здесь как раз для тебя может складываться очень хорошая палитра. Но если ты не знаешь, как поступить, тогда замедлись. Тут будет очень важно в эти 10 дней себе самому, как и не помешать, так и не навредить, может быть, тоже. Поэтому есть какая-то неопределенность в этих 10 днях. И где-то это может быть и планетарно, так как состояние внутреннее. Вы ощущаете, что ну, не самый лучший период, возможно, для принятия важных решений. Аркан может также говорить, что в последующем события окружающего мира или события вокруг тебя так или иначе будут меняться и оказывать влияние на вашу жизнь тоже. Давайте узнаем. События ближайшего будущего. 4 карты достанем. События ближайшего времени для вас, мои дорогие козероги. Что случится или произойдет. Может быть, какая правда откроется, так тоже бывает. Или новость, информация придет. И у нас колода Таро Светлого Провидца. На ней мы первую карту достаем. Неожиданность. Что за неожиданности могут быть в эти 10 дней до конца января? Вторая карта — в чем ваша сила? Или то, что вам помогает. Может быть, как самые сильные стороны характера, которые тоже будут очень актуальны в эти 10 дней и помогут вам решить ряд вопросов. По основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, учеба, у кого-то документы. В целом все равно самые разные дела. Энергия денег, личная жизнь. Достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Давайте узнавать, что же за события ближайшего будущего. Карта собака всегда очень добрый аркан. Он говорит о том, как минимум один человек, помощник, добрый друг, может быть дельный советчик или какая-то поддержка в лице конкретного человека. И здесь у кого-то это может быть даже близкий человек, по личной жизни ваш партнер, а у кого-то партнер и по бизнесу, или по работе тоже есть, или коллега, или даже руководитель. Но есть то лицо, которое за вас переживает, которому вы не безразличны. И тот, кто может быть или готов взять ответственность за вас, или тот, кто готов прийти на помощь. Может быть, какое-то взаимодействие с конкретным человеком, которое, может быть, это как дружба, и вы недавно с кем-то познакомились. Такое может быть, потому что здесь у нас черви прорисованы в оракуле. И тогда, продолжая какие-то отношения, будет говорить нам эта карта, кто знает, может быть, перейдет дружба в какую-то более тесную личную историю или зародится любовь. Почему нет? Здесь по-разному. У каждого по-своему. Поэтому переложите этот тонкий нюанс на свою составляющую жизни. Для тех, кто один или одна. Может быть, вот совсем один или одна. Тогда нужно подумать,
чтобы у вас был либо друг, подруга, ну или где-то обратить внимание на ваше окружение, кто из людей более искренен по отношению к вам. Для вас это каким-то образом, видимо, либо может помочь, либо, хотя тут сама по себе помощь может быть в решении какого-то вопроса, банально проиграется по документам, и кто-то вам окажет содействие. Но если вы, опять же, повторюсь, совсем в полном одиночестве, такое редко, но бывает, но тогда нельзя быть в таком жестком сольном варианте. Тогда надо подумать о том, чтобы мир все же не без добрых людей. И я не с иронией, я вполне серьезно. И часто бывает, к нам приходят на помощь те люди, от которых мы эту помощь совершенно не ожидали. Вот такое может быть тоже в эти 10 дней. Хотите вы или нет, это добрая очень карта. Первое, конечно, это то, что перемены. Один из символов Меркурия очень созвучно тому периоду, в котором мы как раз живем. И это карта перемен и исполнения желаний. Это те перемены, которые привносят в нашу жизнь что-то более позитивно, доброе. Могут у кого-то быть связаны перемены со сменой места жительства напрямую, или вы задумаете переезд. Может быть, в эти 10 дней у кого-то будет банально командировка, или вы будете продумывать далекий куда-то, может быть, переезд. По этой карте мы можем изучать, кстати, изучать иностранные языки, но так или иначе добрая карта исполняется желание. Или вы решаете просто какой-то вопрос, и кто-то вам для решения этого вопроса или темы помогает. Вот что-то добро хорошее, мои дорогие, что определенно нельзя упустить или от чего-то отказаться. По этой карте ведь проходят еще и такие моменты. Когда мы работаем с большим объемом информации или с большим количеством людей, может быть, ваша профессия как раз с этим сама по себе связана. Значит, будьте внимательны в принципе к информации. Ну, понятно, информацию нужно фильтровать, никуда не денешься, но вполне вероятно, что может зародиться какая-то новая дружба. Или, к примеру, вы узнаете важную информацию, которая вам тоже поможет. Может быть, даже тот человек, который и не предполагал, но он вам может прояснить какую-то обстановку, или он может рассказать вам какую-то свою личную историю. Это как один из вариантов. Вы переложите на свою жизнь, или то, что вот у вас сейчас активно проигрывается, мы говорим, или то, что вам не дает покоя, и вы как будто найдете выход или решение по определенному вопросу. Именно я вижу тому вопросу, который перед вами откроет новые перспективы. Чего бы тут ни касалось, правда, очень позитивные энергии этих 10 дней. Что же еще за события ближайшего будущего? У кого-то, правда, встреча может быть по судьбе. Может быть, и человек вам дан судьбой. Пусть это карта дружбы, карта собака, но это может быть и любовная история, которая одновременно и еще и дружба. Не совсем страсть, а это те глубокие отношения, когда вы друг другу доверяете, когда именно искренность присутствует, или вы понимаете друг друга без слов. И пусть это личная история, но, к примеру, не обязательно вы идете под венец. Но вот этот человек вам будет, скорее всего, именно по судьбе дан для того, чтобы какие-то ряд вопросов могли решить вы, и вы можете даже не задумываться или не анализировать ваши отношения. Но каким-то образом вы ему тоже помогаете. Это как двое людей, которые встречаются с хорошим взаимообменом. Вот по судьбе какие-то у вас тут отношения идут. Либо с тем человеком, которого вы уже знаете, либо вполне вероятно может состояться знакомство. Тут какие-то в принципе события могут быть по судьбе. Вы можете в эти 10 дней, кстати, проводить и своеобразную демаркационную линию, отказываясь от прошлого. Своего рода фильтрация вообще ваших планов, что вы будете продолжать, что нет смысла продолжать, что или в чем вы увидите прогресс. Ну, а может быть, какая-то тема, как бы вы ее не хотели продолжить, но вы объективно в эти 10 дней увидите нет, что-то или не имеет смысла, или не получится что-то осуществить. Правда, тут у вас прояснится какой-то вопрос как минимум. У кого-то он может и решиться, вы получите результат.
Но для кого-то это даже может быть такая жизненная метаморфоза. Иными словами, извечный вопрос: что делать, да? Или мой путь, куда я иду, или чего я хочу. То вот здесь, скорее всего, мои дорогие козероги, в эти 10 дней вы начнете с альтернативных вопросов. Чего я точно не хочу или куда я точно не пойду. И вполне вероятно, когда мы точно знаем свое «нет», тогда вот наши планы, они более конкретны, как по судьбе. Ну, еще и мыши выпадают, есть и дружба, но есть и те люди, которые могут транслировать что-то очень даже позитивное, а при этом за вами наблюдать или ждать удачного момента, когда ну, у нас что-то идет не так, и иногда по этой карте злорадство идет, почему нет? Идет по этой карте не столько обман, сколько какой-то мелкий вред, вот мы называем мелкая пакость какая-то. Но, видимо, общий фон, он таков, что это не помешает. Но присмотреться к какому-то человеку определенно стоит. Может быть, карта говорит, будь вообще внимателен, внимателен к деньгам, потому что мыши– это те создания, которые наносят урон непосредственно нашей жизни или материальному достатку. Поэтому что-то мы не должны прошляпить. Нет того, чтобы вы не увидели. Мы можем сами где-то либо замечтаться, либо быть очень заняты. Кстати, такое тоже может быть. Мы углубились в какую-то тему и перестали контролировать, что вокруг происходит, что говорят люди, какие обстоятельства приходят в нашу жизнь. Может быть, вы как раз, кстати, рядом аркан крест. Вы узнаете какую-то тайну о каком-то человеке и поймете, что с вами прежде были нечестны. Вот этого я тоже не исключаю. Одним словом, держите руку на пульсе. Будьте внимательны, мои дорогие козероги. Что же в неожиданностях? Я вот сказала по аркану крест. На чем-то мы крест буквально ставим. Мы видим, что нет смысла что-то продолжать. И это окончание, 13-й старший аркан. Перерождение и трансформация, безусловно, нам говорит об этом карта. И вот это будущее вы должны действительно видеть. Луна, которая вам перевернулась еще до того, как мы достали карты. Большое видится на расстоянии. Добрые дела наспех не делаются. Или, если ты не можешь пока просчитать свои действия в данный период времени, это не повод отказываться от мечты. Здесь своего рода очищение вашего пространства, может быть и внутреннего от каких-то прежних предубеждений, сомнений происходит. Так и, наверное, сама судьба всегда, когда старшие арканы выпадают, это выпадает ну, какая-то обстановка, которая так или иначе влияет на нас. Или иногда это информация, которая не мы это инициировали, а это именно приходит извне. Так вот, внешняя ситуация где-то оказывает на вас влияние. И пусть даже что-то заканчивается, а я могу сказать, что вам все равно легче будет. Вы более себя почувствуете в эти 10 дней буквально свободным человеком, потому что прошлое не давлеет на вами. Но я могу сказать, что кто-то может узнать правду, раньше которую либо скрывали, либо ну как-то завуалированно подавали, или какая-то была затянувшаяся история. Может быть, вы чего-то ожидали, какого-то ответа. Вот здесь, по сути дела, финал. И, кстати, карта смерть может говорить о том, что, я надеюсь, все правильно понимают, это не про смерть, это именно трансформация, перерождение называется в этой карте. И это когда мы не оглядываемся назад. Прошлое, оно само пытается от вас оттолкнуться. Что вам помогает или в чем ваша сила, королева чаш? Сказать конкретно, ваша сила будет в двух сферах жизни. По части эмоций. По части, может быть, и личной жизни для кого-то благополучный период вполне. Ну и решить ряд вопросов по части денег. Или какие-то материальные, может быть, соглашения, имущественные разговоры, может быть, и подписание документов по этим вопросам. Но главное не смешивать одно и другое. По королеве чаш ваша сила. Это может быть ваша помощь, мои дорогие козероги, к примеру, кому-то из близких. Потому что часто по королеве чаш, королю чаш проходят наши супруги или наши родственники, или партнеры, с кем мы в паре, пусть у вас не оформлен брак,
это не имеет значения. Но вы кому-то можете помогать, или я не исключаю, и вам тоже кто-то может помогать. Поэтому вот личная жизнь или все то, что я говорила по аркану собака, для вас это будет очень актуально. И даже если вы сейчас один или одна, надо подумать о том, чтобы выйти из этого одиночества. Для вас, видите, уже в эти 10 дней, как будто вам необходим тот человек, который за вас и способен не только переживать, а тот, который способен радоваться. Тот, который может ваши сомнения разделить или, наоборот, развеять эти самые сомнения. С кем вам будет душой хорошо. Душой хорошо как и отдыхать, так и, может быть, преодолевать какие-то трудности нашей жизни. В жизни не бывает полностью предсказуемо. Поэтому личной жизни уделите внимание. Благоприятный период для вас, мои дорогие козероги. Дела, работа, бизнес, учеба. Двойка пентаклей нам не говорит о том, что что-то кардинально меняется. Тут, скорее всего, будет, ну, как прежде, где-то общая атмосфера вокруг вас или энергии. Они таковыми и останутся. Но если мы говорим, у вас выпал корабль, будьте внимательны. К вам может поступить какое-то сообщение, когда вы должны быть легки на подъем. Не отложить что-то на завтра, а буквально быстро собрался, подпоясался и поехал. По двойке пентаклей нам говорят: пробуй, пробуй что-то новое. Пробуй, пока не получится или не надоест. К тебе приходят через опыт какие-то новые навыки или новые возможности. Здесь, в принципе, может прийти какая-то необычная возможность или какое-то предложение, которое вы тоже не должны упустить. Но это может быть из разряда иррационального. Может быть, и новость какая-то приходит. И вы знаете, какой бы она странной на первый взгляд ни казалась, переложить это на свою жизнь. Определенно есть какое-то известие, которое может быть, мои дорогие, тут у кого-то два известия совпадет. Одно как раз, которое подведет своеобразный итог, а второе, которое откроет новые перспективы. Поэтому будьте внимательны в эти 10 дней. Но кардинально, что вы что-то меняете, то нет. Верховная жрица выпадает на деньги. И, безусловно, это не совсем про деньги, но в то же время карта независимости. И здесь конкретно, что вам будет помогать? Заначка, мои дорогие. Когда вы ничего не расскажете о своих деньгах, когда вы не расскажете где-то о своих планах, намерениях и целях, к примеру, вы хотите создать свое личное дело, или хотите монетизировать свое творчество, или хотите ремесло, или то, что вы умеете делать лучше всех, тоже каким-то образом переложить на материальную основу, чтобы вам это в конечном итоге приносило доход. Вот о своих планах ни слова. Вам буквально будет молчание помогать. Где-то скрытность вам будет помогать тоже, как я уже сказала. Но и вы можете столкнуться с какой-то ситуацией по верховной жрице, когда вам нужно слушать подсказки собственной души, интуиции. Вы можете столкнуться, кстати, с таким человеком, который вам, такое тоже я не исключаю, потому что аркан собака. Так вот, тот человек, единомышленник или друг, который умеет увидеть какую-то вашу проблему или вопрос, который может касаться финансов, недвижимости, ну или какого-то чего-то материального. То есть это не связано с какими-то вашими планами, а скорее с воплощениями планов в материальном именно мире, то здесь новую какую-то, ну, свежую мысль либо вам может дать, либо может дать какой-то дельный совет, как поступить. Поэтому будьте внимательны, ведь с таким человеком интересным вас тоже может свести судьба. И сведет она, скорее всего, в тот момент, когда вы будете решать какой-то либо имущественный, либо финансовый вопрос, либо откуда приходят к вам деньги, либо, ну, может быть, заминка была какая-то по деньгам. Я могу сказать, что финансовый вопрос вы будете в эти 10 дней точно знать, как решить, а то и уже какая-то прежняя история, которая была вам непонятна, скорее всего, завершится. Вы будете видеть свои перспективы. Перемены тоже мы не отменяем. В личной жизни, ну, вот как я сказала, самое главное в одиночестве не быть. Оно вам категорически противопоказано. Потому что вы можете углубиться, я вам прямо скажу, вы можете углубиться в свои мысли, устроить себе сеанс
самокопания или глубокой философии, и это все вам будет мешать. Нам показана девушка, посмотрите, она сидит, ей не скажешь, что ей плохо, ну и, понятно, не скажешь, что ей хорошо. Ей никак. Вот некоторое равнодушие к жизни. Может быть, от усталости. Вот эти энергии, кстати, вы можете испытывать, но тем не менее, задача-то в чем? Посмотреть в другом направлении и увидеть какую-то возможность. И это у кого-то будет касаться решения тех вопросов, которые лично важны для вас. Пусть это позиция личной жизни, но не личная жизнь, это не только про любовь, это еще и наши задумки, это где-то наши честолюбивые планы. Поэтому есть выход из создавшегося положения. И неважно, у каждого из вас какая-то своя тема пульсирующая будет. Поэтому выход, самое главное, есть из создавшегося положения. Ваша задача увидеть его. Не повторять что-то заново, не основываться на каком-то прежнем опыте. Для вас будет важно в эти 10 дней отстроить новую стратегию, тактику или для начала хотя бы увидеть направление этой стратегии и вашей тактики, а потом все приложится. Ну и повторюсь, для тех, кто один или одна, нужно реально продумать, как закончить свое одиночество. И от вас тоже потребуются какие-то другие действия. Не просто сидеть и ждать. Или не повторять какую-то ошибку, а увидеть, опять же, новые направления, может быть, новый социум, где можно познакомиться. Или каким образом, где больше тех людей, которые единомышленники для меня. Это не так просто сделать, но об этом надо думать. Когда вы в паре, у вас больше будет получаться, у вас больше будет радости, в конечном итоге счастья в вашей жизни, мои дорогие козероги. Давайте карту совет. Вот информации будет точно много. По пятерке жезлов я так и называю это карта информационного хаоса. Итак, каков же совет? Перепроверяй информацию. У тебя будет действительно много каких-то сообщений. Может быть, где-то это будет связано с обещаниями людей. У вас выпадают мыши. И по пятерке жезлов иногда проигрываются те персоны, которые утром нам пообещали, а к вечеру либо они за нас забыли, либо у них что-то на повестке дня более важное для них, и они могут уйти по-английски, мы их будем ждать, и они так нам и не окажут содействия или просто не придут, может быть, даже на какую-то встречу. Здесь есть все же переменчивость, может быть, как в настроении человека, или это особенности его характера, особенности его психики, какая-то нестабильность, безусловно. Любая пятерка – это нестабильность. Так вот здесь может быть сбивчивая какая-то информация по части дела, работы, бизнес и деньги. Вот мы говорили с вами про верховную жрицу. Поэтому совет – перепроверяй информацию и надейся сам на себя. Есть один человек, это правда, но это только один человек. Не могу сказать, что по пятерке жезлов вся информация будет как фейк. Нет, конечно. Здесь будет, знаете, какое-то очень рациональное зерно. Но оно может выглядеть, ну, так, как серый вариант. Или серый, я имею в виду, блеклый, не столь привлекательный, как мы бы этого хотели. Мы можем подумать, что, ну, это какой-то пустяк. А кто знает, иногда с пустяков начинается что-то очень даже важное и интересное. Поэтому рассматривайте любую информацию, предложения, с которыми вы столкнетесь. Потому что что-то оценить сразу, с первого взгляда или с первого раза услышанной новости вы не можете. Для вас постоянно придется в эти 10 дней что-то анализировать. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.